Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Теперь приступаем к 11 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, как арка, накид, пропускаем следующий столбик и в следующий выполняем столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные, накид, пропускаем следующий и в следующий столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные, пропускаем следующий и в следующий столбик с одним накидом. Мы уже так вязали. Пропуская один столбик предыдущего ряда, мы вяжем столбики с одним накидом и между ними по 2 воздушные. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 11 ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные петли и за сам столбик, за воздушные петли подъема соединяемся с соединительной петлей. Теперь приступаем к 12 ряду. В этом ряду будем опять вязать наши пышные столбики. Вытягиваем немножко петлю, накид, 1, 2, 3, 4 и провязываем наш пышный столбик. 3 воздушные и в следующую арку опять 1, 2, 3 и 4. Пышный столбик. Этот ряд у нас будет последний с пышными столбиками. 1, 2, 3. Вот так. Все. Продолжаем вязать ряд таким образом до конца. Провязали 12 ряд до конца, выполнили последние 3 воздушные петли. И так же, как и раньше, прям за сами воздушные петли мы просто соединяемся соединительной петлей. И обратите внимание, у вас, наверное, будет точно так же. То есть сейчас у меня салфетка фалдит. То есть если раньше нам казалось, то, что она стягивает, сейчас наоборот кажется, что она фалдит. Ну вот я вам сейчас покажу другую свою салфетку, вторую. Она у меня уже связана. И при том, что она у меня еще даже не заблокирована. Это я ее просто только что связал. И посмотрите, она идеально ровная. Ничего не фалдит, все здесь ровно. А тем более, если мы ее сейчас еще заблокируем, она будет вообще идеальная. Теперь приступаем к 13 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид. И в эту же арку выполняем еще 2 столбика с одним накидом. То есть выполнили в первую арку 3 столбика с одним накидом. Теперь в следующую арку выполняем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В следующую арку выполняем 3 столбика. 1, 2 и третий столбик. В следующую арку опять 2 столбика с одним накидом. И таким образом мы чередуем в одну арку 3 столбика, в другую арку 2. 3, 2, 3, 2. 1, 2, 3. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 3 столбика, 2, 3, 2, 3. Вяжем так ряд до конца. Итак, провязали 13 ряд до конца, и после последних столбиков мы просто в третью воздушную петлю подъема соединились с соединительной петлей. И в этом ряду я везде чередовал также 3, 2, 3, 2 столбика. И так как мы начали с 3 столбиков, вот мы закончили 2 столбиками, то есть рисунок у нас сходится. И также по завершении вязания мы можем слегка руками расправить нашу салфетку, и то есть уже видно то, что она не так сильно фалдит, как фалдила в предыдущем ряду. То есть есть совсем чуть-чуть небольшие волны, но это не страшно. Теперь приступаем к 14 ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема и в эту же петлю, в первый столбик, грубо говоря, в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда, выполняем столбик без накида. Затем столбик без накида в следующий столбик. Столбик без накида в следующий. И в следующий. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Просто в каждый столбик провязываем по одному столбику без накида. Все. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали 14 ряд до конца, выполнили все столбики без накида. И теперь мы просто с самым первым столбиком соединяемся с соединительной петлей. Вот так. Теперь приступаем к 15 ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в этот же столбик. 4 воздушные петли,
Раз, два, три, 4. Пропускаем следующие 2 столбика и в следующий выполняем столбик без накида. Вот так. Затем выполняем 2 воздушные петли. Пропускаем 1 столбик и выполняем столбик без накида в следующий. Опять 4 воздушные. Пропускаем следующие 2 столбика и в следующий выполняем столбик без накида. 2 воздушные. Пропускаем 1 столбик и в следующий выполняем столбик без накида. 4 воздушные. Пропускаем 2 столбика, столбик без накида в следующий. 2 воздушные. Пропускаем 1 столбик без накида в следующий. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Мы чередуем арки 4 петли, 2 петли, 4, 2, 4, 2. Где 4 петли, пропускаем 2 столбика. Где 2 петли, пропускаем 1. Пропустили 2, пропустили 1. Пропустили 2, пропустили 1. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Провязали 15 ряд до конца. Выполнили последние 2 воздушные петли арку. У нас по рисунку вот он остается 1 столбик, который мы пропускаем. Это уже соединительная петля, она не считается. И мы теперь просто с самым первым столбиком соединяемся соединительной петлей. Вот так, то есть мы начинали 4, 2, 4, то есть и закончили 2 воздушными петлями. Теперь приступаем к 16 ряду, выполняем соединительную петлю в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Раз, два. 2 воздушные петли. 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Раз, два, 3. И вот такую комбинацию столбиков, 3 столбика, 2 петли, 3 столбика, мы будем вязать в каждую арку из 4 воздушных петель. И сразу же после 3-го столбика перед нами арка 2 воздушных, мы в нее просто выполняем столбик без накида. Затем накид, и сразу же в следующую арку из 4 воздушных петель выполняем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, 3. 2 воздушные и 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Затем сразу же в следующую арку 2 петель столбик без накида. Все, вот такой у нас будет раппорт. Продолжаем вязать ряд таким образом до конца. То есть в каждую арку 4 воздушных выполняем 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. И в каждую арку 2 воздушных мы просто соединяемся столбиком без накида. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Итак, вот я провязал 16 ряд до конца, выполнил последние наши вот эти 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. И передо мной осталась последняя арка 2 воздушных петель. Мы в нее выполняем столбик без накида. И теперь просто соединительной петлей соединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема. Вот так. Теперь приступаем к 17 ряду. Нам нужно соединительными петлями пробраться в 3-й столбик. Мы сейчас в 1-м. Я выполняю соединительную петлю во 2-й столбик и соединительную петлю в 3-й столбик. 1 воздушная петля подъема, накид. И вокруг этого же столбика выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. То есть крючок за сам столбик вставляем, вытягиваем петлю и здесь уже провязываем как столбик с одним накидом. Только мы его провязываем не в вершину, а за само тело столбика. Теперь в следующую арку 2 воздушных петель выполняем 2 столбика с одним накидом. Раз. И 2-й столбик. 4 воздушные. Раз, 2, 3, 4. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Раз.
2. Теперь рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего столбика. Вот так за сам столбик вставляем крючок и провязываем столбик с накидом. Он у нас получается рельефный лицевой. Вот так. Теперь выполняем 1 воздушная петля, накид, и уже вот это мы все пропускаем. И вокруг третьего столбика, уже в следующей группе, мы выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. В следующую арку 2 воздушных петель выполняем 2 столбика с накидом. Четыре воздушные. 1, 2, 3, 4. 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Первый и второй. Затем рельефный лицевой столбик вокруг следующего столбика. 1 воздушная. И опять у нас все то же самое повторяется. Вот таким образом провязываем ряд до конца. То есть вокруг вот этих крайних столбиков, которые ближе к арке, выполняем рельефные лицевые. А в арку выполняем 2 столбика, 4 петли и 2 столбика. И между вот этими группами у нас здесь 1 воздушная. Все, вяжем так ряд до конца. Провязали 17 ряд до конца, выполнили последние вот эти наши столбики, 1 воздушную петлю. И теперь с первым столбиком, вот он рельефный лицевой, в вершину, мы просто соединяемся соединительной петлей. Вот так. Теперь приступаем к 18 ряду. Этот ряд у нас будет последний. Соединительными столбиками нам нужно пробраться в арку из 4 воздушных петель. Выполняем соединительную в следующий столбик, в следующий столбик и в следующую арку. Теперь в эту арку нам нужно провязать 5 столбиков с одним накидом и между столбиками пико из 3 воздушных петель. Первый столбик я заменяю 3 воздушными петлями подъема. Теперь выполняем еще 3 воздушные, чтобы сделать пико. 1, 2, 3. И в третью петлю от крючка, вот считаю 1, 2, 3. В нее выполняем соединительную. Пико из 3 петель. То есть вот мы выполнили столбик с накидом и пико из 3 воздушных. Теперь накид, и в эту же арку выполняем столбик с одним накидом. Опять пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. И в третью петлю от крючка выполняем соединительную. Столбик с накидом в эту же арку. Опять пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. И в третью петлю от крючка выполняем соединительную. Опять накид. Уже получается 4-й столбик с накидом. Пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. В третью петлю от крючка соединительная. И 5-й столбик с одним накидом. То есть вот что у нас здесь получается. Вот так 5 столбиков и между ними пико из 3 воздушных. Затем выполняем столбик без накида в арку 1 воздушной петли, которая у нас была. Вот так, столбик без накида. Все, далее у нас раппорт повторяется. Мы прям сразу после столбика без накида в следующую арку из 4 воздушных петель выполняем столбик с накидом. 1, 2, 3 воздушные. Закрываем в пико. Опять столбик с накидом сюда же. Пико из 3 петель. 1, 2, 3. Столбик с накидом сюда же. Опять 1, 2, 3. Соединительная. Столбик с накидом. Опять 1, 2, 3. И 5-й столбик с одним накидом в эту же арку. Вот так. То есть у нас 5 столбиков и 4 пико получается между ними. Затем сразу же после 5-го столбика мы выполняем столбик без накида в арку 1 воздушной петли. Все, то есть вот такая у нас получается обвязка. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. По завершении работы спрятать нить, обрезать хвостики и заблокировать салфетку. Или можно ее даже просто отпарить, потому что эта салфетка сервировочная. Она у нас в принципе достаточно ровная, особо тут
ничего у нас не фалдит, не кривит, не скручивает, то есть вот она ровная, можно просто отпарить, но я заблокирую. А также я вам напоминаю то, что у нас с вами в Инстаграм есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», по которому я ищу ваши работы, которыми вы вдохновились после просмотра моих видео. Очень приятно и очень интересно смотреть на ваши успехи. Я лайкаю их, делаю скриншоты, ну и показываю в конце своих видео. Независимо от того, мастер-профессионал или только вчера в первый раз взяли крючок, я не делю эти работы по такому критерию. Ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезным, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, мне будет очень приятно видеть вас в числе своих подписчиков, присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже интересно, ну а с вами был я, Эд, до скорого.